Всем привет, ребята! Сегодня наконец-то поговорим о моторамах. Я хочу немножко внести ясность, и это будет техническая серия, которую, в принципе, давно уже нужно было бы, конечно же, отснять, потому что очень много вопросов, очень много я всегда говорю о моторамах, но никаких пояснений от меня не поступало, поэтому вот выпустим такую техничку. Ну, начнем. Значит, первое, чтобы понять, что такое, в принципе, моторама, мы ее немножечко рассмотрим. То есть вот у нас самая обычная моторама, такая же, как в этом автомобиле. Ничего в ней сложного абсолютно нету. По большому счету моторама это всего-навсего корпус для двигателя и корпус для дифференциала. Все, ничего тут такого. Вот крышка есть, и с помощью крышки и проставок выставляется вот здесь зазор в шестерне. То есть сейчас мы разберем ее и посмотрим. Снимаем крышку, снимаем двигатель. И все. Здесь уже видно вал. То есть ничего тут сверхъестественного такого нету. Здесь в стенках ставится всего-навсего там две втулочки. Ну а профессионалы, естественно, меняют их уже на подшипники. Вот так проходит, получается, через мотораму насквозь проходит вал. И на нем колеса. Ничего сложного абсолютно. То есть никакой тут сверхвысокой технологичности особо нету. Вот она, моторама в сборе. Вот. Но в чем же суть? Зачем я тогда выпускаю этот выпуск? Дело в том, что этих моторам на самом деле не так мало, как показалось бы на первый взгляд. Вот. В древние времена, во времена вот этой вот шасси, моторама была всего, в принципе, там одна, и на первых выпусках она называлась RM, то есть rear мотор. Мотор находился за осью колеса. То есть вот как здесь мы можем это наблюдать. Мотор находится за задней осью, так и здесь. Это точно такая же моторама. Вот. Ну, естественно, не для всех машин это подходит, поэтому ввели классификацию, ввели там различия всевозможные, о которых я сейчас и расскажу. Я уже нарисовал вот такую схему. Вот. Ее не обязательно, совершенно не обязательно запоминать, но в принципе рассмотреть как бы нужно будет. То есть, опять же, мы смотрим в профиль на мотораму. Ну, вот так это будет, да? И, соответственно, вот мы имеем, то есть, мотор за задней осью, это тоже за ней. Просто тут об этих отличиях я сейчас расскажу чуть подробнее. Дальше, если мотор находится над задней осью, это у нас HM, High Motor, это Rear Motor, это Mid Motor и это Low Motor. Все, вот это уже, вот эти две моторамы, это когда мотор находится в базе автомобиля. Это моторама, когда у нас мотор находится непосредственно над задней осью. Условно говоря, это вот так будет выглядеть. Вот. Ну, в принципе, ничего сложного, но в чем же отличие тогда? То есть, то, что я не сказал в самом начале. То есть, вот у нас, казалось бы, две одинаковых моторамы. Вот, так а зачем это нужно? На самом деле все просто. Дело в том, что первые выпуски моторам, если мы посмотрим на них в профиль, ну вот здесь более наглядно будет видно, мотор, несмотря на то, что он находится за задней осью, он находится под небольшим углом. Но так, естественно, было не всегда. То есть потом, позже, в более поздних моделях, мотор стал из этого положения стал ближе к земле. Вот. И мы получили на следующих поколениях мотор, который в профиль стоит уже вот так. Вот он прям прижат к земле, независимо от поколения. Вот. Он полностью вертикально стоит. И, естественно, это точно так же влияет на управляемость, на центры массы и прочее. Вот. Но также, как видите, можно здесь различия увидеть не только в поколении самих шасси, а в отсутствии амортизатора. Вот. И они ввели такое понимание, как RML, когда машина то есть нужен очень низкий профиль для какого-то из кузовов. И, соответственно, вы просто удаляете отсюда амортизатор и получаете RML, которая уже независимо от угла наклона двигателя в задней части, да, вот, вы получаете, то есть, шасси без амортизатора и максимально низкий профиль ее. То есть здесь такая же история. Вот, то есть это у нас RM, если убрать амортизатор, это уже будет RML. И как мы видим, в более поздних поколениях мотор уже чисто вот так стоит продольно. То есть вот этого старого положения мотора, как был здесь, уже не осталось практически. Это точно так же у нас из первых поколений, здесь мотор еще под углом стоит. Дальше. В основном, конечно, в основной массе RM. RM у нас идет практически там, на всех автомобилях, хотя это, конечно же, не совсем правильно, потому что какая-нибудь там условная Ferrari с мотором, который находится аж вот здесь, это не совсем правильно. Хотя, естественно, для управляемости, то есть это очень важно. Почему? Потому что все равно эти машины, это, скажем так,
золотая середина там между кабинностью, управляемостью. Вот. У нас вот есть такой мотор, он имеет какую-то там небольшую условную массу. И, естественно, от его положения, то есть вот здесь там или вот здесь, да, у машины будет очень разное поведение. Вот. И, собственно, вот это и есть та суть, которую я пытаюсь донести вам о положениях моторов. Ну, в общем, продолжим. Значит, с РМ-ками мы разобрались, их много, они в основном массе-то почти во всех автомобилях и стоят РМ-ки. Вот. Но есть такая моторама, как HM. Ее не так легко найти. Вот. Я покажу ее тут условно. Это не оригинальная моторама, но примерно вот так это будет выглядеть в профиль. То есть, соответственно, вот у нас колесо и мотор прямо вот над ней находится. Вот. Мотораму HM разрабатывали изначально, то есть это же не совсем правильное положение мотора, естественно, да, то есть он у нас очень высоко стоит, прям над, прям вот здесь, да. Вот, естественно, это будет очень не совсем правильно сказываться на управляемости. Но эта моторама HM точно так же имеет очень важное влияние, в принципе, на всю серию автомобилей. Почему? Потому что с этой моторамой можно максимально уменьшить, максимально скомпоновать колесную базу. То есть у нас получается здесь уже будет продолжение шасси, очень коротенькая, компактная, скажем так, колесная база, и при этом сзади у нас не будет уже никаких свесов. Естественно, для любого хэтчбека, там тот же Toyota Vitz, о котором я постоянно говорю, это очень важно, потому что мы сюда надеваем очень короткие корпуса. В принципе, это и все, для чего нужна была HM, потому что на, скажем так, на управляемости, на соревнованиях это не совсем хорошее решение, потому что все равно вот эти несколько грамм, даже те, что мотор весит, если они находятся вот здесь над колесами, грубо говоря, вот в таком положении, это такое себе, честно говоря, на любителя. И дальше мы переходим к ММ моторам. Вот у нас вот так выглядит, собственно, моторама ММ. Мы уже видим, да, что двигатель находится в базе. Естественно, это дало удлинение колесной базы. Соответственно, такие моторамы у нас не в каждую машину станут, не в каждый кузов. Вот, но это один из самых, наверное, таких, скажем так, специализированных, наверное, моторам. Почему? Да потому что с мотором в базе, вы знаете, да, что любой суперкар с мотором в базе, он управляется очень так правильно, очень послушно и так далее. Вот. Однако на моторами ММ, как мы можем наблюдать, мотор здесь тоже под углом стоит. То есть по аналогии со старыми РМ-ками, моторама ММ, то есть мид-мотор, он тоже находится под углом. Естественно, это все тоже сказывается там, то есть вот так она выглядит, да. Мотор находится, получается, между шасси и задней осью, в базе, условно говоря, в базе. Вот. Это очень хорошо, это очень здорово. В принципе, такие моторамы, это, в основном на суперкарах используются, естественно. Да, понятно, вы можете поставить там, установить кузов, который вам нравится, сюда, как-то там подогнать уже колесную базу, но это делалось именно с точки зрения управляемости, а не просто для красоты. То есть там на заводе, естественно, думали в первую очередь о поведении автомобиля, а не о том, что какой кузов сюда станет. Им-то по большому счету они могли бы вообще остановиться на вот такой шасси и никогда больше ничего не менять, если бы речь шла только о кузовах. Но очень быстро пошли всякие соревновательные элементы, и поэтому вот создали вот такой элемент. Но, естественно, на этом завод не остановился. То есть моторама ММ у нас очень послушные, очень крутые и так далее. Вот. И чуть позже еще появилась в линейке моторама LM. Вот. У меня ее, к сожалению, сейчас нет, но я так попытаюсь на пальцах объяснить, в чем суть. Суть в том, что мотор здесь остается, в этой же мотораме, да, в этой же базе, точно так же, только он стоит не под углом, а он стоит вот в этой секции. Вот, я могу показать на примере АВД, то есть вот примерно вот так вот мотор будет выглядеть в мотораме ММ. Он будет полностью, практически там в нескольких миллиметрах от земли, вот здесь находиться и примерно вот так вот выглядеть. Вот это будет у нас моторама LM. Вот, и соответственно мотор у нас получается еще ниже, еще ближе к земле, еще больше смещается центр масс. Вот, на LM-ках я почти не видел амортизатора, потому что здесь и так жесткая моторама будет. Здесь, естественно, длиннее будет, прям прилично длиннее колесная база. Вот, и машины LM, кроме того, что есть там условное название, что low motor, да,
Машины с моторамой LM, они и идут, в основном на них идут кузова класса LM, той гонки, которая Le Mans, 24 часа. То есть там машины с максимально низким профилем, здесь просто уже там некуда пихать этот амортизатор. Вот, и, соответственно, вот LM-ки у нас, ну, это чистый спорт, причем зачастую там на LM-ках даже задние колеса больше в диаметре, чем передние. Вот, ну, то есть все заточено под спорт, все заточено там на управляемость и так далее. Вот, в принципе, я думаю, на этом и все. Больше-то особо рассказывать нечего, и я думаю, этот выпуск будет коротеньким. Вот. А, собственно, каждый из вас для себя уже может там принять решение, какая моторама ему больше подходит и какая моторама поможет стать чемпионом в гонках. Вот. Это вы, я думаю, должны решить каждый сам для себя. Ну, у меня на этом все. Всем пока.